Книги – хранители знания человечества, немые свидетели истории и хранители сокровенных тайн. Многие книги из приведенного ниже списка и по сей день заставляют ученых и криптографов попотеть над разгадкой сокрытых в них смыслов. Иллюстрации в прикрепленном ниже видео. Рукопись Войнича. Рукопись Войнича – один из самых знаменитых текстов, написанных с помощью неизвестной системы письма. О книге известно лишь то, что она была создана в 15 веке, а первым владельцем манускрипта был император Рудольф II. Современный интерес к таинственной книге возник в 1912 году, в тот год, когда он был приобретен книготорговцем Уилфридом М. Войничем, чье имя теперь ассоциируется с писанием. Помимо текста в книге есть множество красочных ботанических рисунков. Но иллюстрации вызывают вопросы, поскольку большинство изображенных растений не могут быть однозначно идентифицированы. Добавляют путаницы астрономические и астрологические рисунки и, возможно, самое причудливое из всего изображение обнаженных женщин, купающихся в соединенных между собой ваннах, наполненных зеленой жидкостью. Кодекс Рахонца. Среди обширной библиотеки, подаренной Венгерской академией наук дворянином Густавом Батьяни в 1838 году, был нечитаемый 448-страничный кодекс Рахонца. Происхождение текста неизвестно, и его содержание остается загадочным. Некоторые считают, что выравнивание текста по правому краю предполагает, что символы следует читать справа налево. Как и манускрипт Войнича, до сих пор не ясно, написан ли кодекс Рахонца на неизвестном языке или это тайный шифр. В 2018 году два венгерских исследователя объявили, что они взломали его, однако в 2022 году Крис Кристенсен, профессор математики в Университете Северного Кентукки, отметил, что их исследование предполагает, что кодекс, похоже, состоит в основном из текстов из Нового Завета. Но остаются проблемные и загадочные разделы, а некоторые грамматические особенности до сих пор необъяснимы. Криптограммы Бейла. В 1885 году была опубликована анонимная статья под названием «Криптограммы Бейла». В ней рассказывалась история Роберта Мориса, которому передал бумаги друг, хранящий секретные документы для пограничника и авантюриста Томаса Ш. Билла. Внутри были 3 шифра, которые должны были раскрыть местоположение и содержимое сокровищ Бейла. Брошюра говорила, что стоимость клада в пересчете на современные деньги должна составлять около 30 миллионов долларов. Загадка о местонахождении криптограмм не раскрыта до сих пор. Свиток Рипли. Многие тексты в этом списке написаны на неизвестных языках или кодах, но свиток Рипли можно прочитать, поскольку он был написан на латыни. Его загадка кроется в том, что автор использует тайную терминологию. Считается, что этот свиток рассказывает о том, как создать философский камень, но помимо того, что это невыполнимая задача, инструкции абсолютно бессмысленны и неясны. Отношения между изображениями свитка и стихами неоднозначны и сложны. В настоящее время известно о существовании 23 копий свитка, все с небольшими различиями в изображениях, цвете и размере, но их происхождение неизвестно. Свиток назван в честь Джорджа Рипли, английского алхимика 15 века, потому что в нем использованы его стихи, но нет прямых доказательств его участия в создании свитков. Кодекс Цепиали. В отличие от других шифров и кодов в этом списке, Цепиали Ципхер был фактически взломан в 2011 году и доступен его удобный перевод на английский. Однако без этого перевода оригинал прочитать невозможно. 105-страничная рукопись, датируемая серединой XVIII века, написана с использованием 90 различных символов, включая римские и греческие буквы, а также абстрактные символы. Любопытно, что расшифровывая этот текст с помощью компьютеров, ученые выяснили, что языком оригинала, скорее всего, был немецкий. Римские символы, вместо того, чтобы представлять реальный текст, заменяли пробелы между абстрактными символами, которые при декодировании на самом деле были словами. Шифр подробно описывает ритуалы немецкого тайного общества под названием Ацулистен, что уже достаточно жутко. Кодекс Серафини. Книга, написанная и проиллюстрированная итальянским архитектором и промышленным дизайнером Луиджи Серафини в конце 1970-х годов. Книга содержит приблизительно 360 страниц, в зависимости от издания, и является визуальной энциклопедией неизвестного мира, написанной на неизвестном языке с непонятным алфавитом. Книга является предметом изучения криптологов и по праву считается самой странной энциклопедией в мире. Prodigiorum Atsa Stentorum Черницон. Книга написана в 1557 году французским гуманистом Конрадом Лекасфеном. В жанре энциклопедического изложения книга представляет летопись со времен сотворения мира. Примечательным является то, что наряду с реальными задокументированными событиями, стихийные бедствия, пожары, потопы, метеоры и тому подобное, в книге содержатся упоминания о морских чудовищах, чудесах и даже НЛО. В книге имеется более одной иллюстрации к описываемым в ней феноменам. Красная книга.
Книга написана швейцарским психологом Карлом Густавом Юнгом и содержит его собственные задокументированные опыты общения со своим бессознательным. Книга наполнена психоделическими сценами общения с богами и демонами в стране Грез, а также другими не менее необычными сюжетами. Работа над книгой заняла у Юнга 16 лет, однако его потомки в течение десятилетий после смерти ученого скрывали книгу. Публикация состоялась лишь в 2009 году. Кодекс Гигас, он же Гигантский кодекс, он же Библия дьявола. Самый большой средневековый манускрипт в мире. Создан в XII веке в монастыре бенедиктинцев в Чехии, книга известна под названием «Библия дьявола» из-за содержащегося в ней большого изображения дьявола, а также легенды, связанные с ее созданием. По легенде, писец, монах, за нарушение своих обетов был приговорен к замуровыванию в стену заживо. Для того, чтобы избежать наказания, он пообещал за одну ночь написать книгу, в которой будут заключены все человеческие знания. Однако, в полночь, он осознал, что с этим ему в одиночку не справиться. В молитве он обратился за помощью к дьяволу, пообещав за помощь в написании книги свою душу. Дьявол закончил работу, а монах поместил его изображение в книге. В ходе экспериментов ученые установили, что только написание каллиграфии в книге, без иллюстраций и прочих украшений заняло бы 5 лет непрерывного письма. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.